Всем привет! Это Северный Вьетнам, город Сапа. И рядом со мной один из магазинов, где продается трекинговая одежда, которая меня заинтересовала. Немножко предыстории. Когда я был в Ханое и здесь в Сапе, я обратил внимание, что достаточно много магазинов, где продается одежда для хайкинга, и в частности фирма The North Face. Понятное дело, что это не оригинал, но вот какое качество, у меня задались вопросы по этому поводу. Посмотрев в разных путеводителях, я нашел информацию о том, что это оригинальная одежда, серая, которая делается на тех же фабриках, где оригинальный North Face, в вьетнамских фабриках, но выносится через черный ход и продается в таких магазинах. Hello. I'm looking North Face jacket with membrane. Do you have? Gore-Tex North Face. North Face hả? Yeah. This one. Yeah. How much? This one 400. How much? 400. 400. Yeah. It's Try on. yeah. XXL. 2XL you can try. Yeah, I want to try. Yeah. Is it Gore-Tex really? Yeah. Waterproof. Yeah. Good. Is it original or what? This one on the blue. This one on the blue. This one. Yes, waterproof. Waterproof. This one. Yeah. Nah. This one on the blue. But it's not membrane. Yeah. Yeah, I need only membrane. Здесь вот пуховички есть. Тоже North Face. Вот, но вот так они выглядят. Написано, что гусь. Но по виду это гусь максимум вьетнамский, который пошел на фобо. Это вообще жесткое. Ладно, не будем отвлекаться. Ищем дальше. Gore-Tex, North Face. Цены нет. Вот они, однотипные куртки, везде продаются. Цена только отличается. Вот такие есть, такие. Yeah, I want a jacket with membrane. Membrane. Yeah. This? Uh-huh. How much? How much? 350. 350. 150. Are you sure? Is it membrane? Yeah. It's waterproof. Yeah. It's original or copy? I don't know. 50-50. Yeah. I just wanna go to hiking for 1 week, and I'm looking some jacket with membrane because I'm afraid strong rain there. Cool. Ну, что сказать. Это, конечно, не оригинал, тут видно, потому что такие китайские замки. Торчат нитки. Ну, вы видите, какой North Face. Мембрана есть, но я не уверен, что она проклеена и прошита. Скорее всего, нет, конечно. Вот, цена $15 где-то. Ну что, вот так на мне выглядит размер XXL, хотя у меня М-ка. И мне кажется, XXL немножко мне маловато в рукавах. Что по ощущениям? Ну, ткань говёная самая. Мне уже немножко жарковато. Вот. Замки самые обычные. Качество неприятное, я вам так скажу. Еще хочу заметить, что в целом она сидит неудобно. Я не знаю, на кого она пошита. Она мне жмет в плечах. Если мембрана есть, она от воды защищает, но от воздуха от меня не отводит, потому что я поставив минуту, тут уже начинаю преть. Йоу-йоу-йоу, вот она моя курточка The North Face на Gore-Tex. Отдал за нее $13. Все ради подписки и лайка.
Купил я ее в одном из магазинчиков, их тут много, цены разные, куртки везде одинаковые. На центральной улице такая куртка стоит 650 донгов, тысяч. Я купил ее за 350 со скидкой 330, она мне обошлась. Понятное дело, что это никакой не серый, не оригиналы, это пали, самая дешевая. Все куртки разные, все куртки с дефектами. В этой куртке мембрана идет полностью, рукава, спина, торс, все защищает. Ну, осталось только проверить. Вьетнамка на кассе, я купил куртку. Говорит, давай я тебе бирку отрежу. Я такой говорю, ты чё? Как я без бирки ходить буду? Должны же все знать, что у меня Гортекс. Ну что, пора проверить наш Гортекс. В качестве детектора у меня будет белая майка сухая. Карманы предварительно закрыты. Застегиваем курточку. Капюшончик. И отправляемся в душ. Ну, я думаю, прошло около минуты, даже меньше. Проверяем. Так, чувствую, что-то случилось. О, no. Она промокла. Интересно про проклейку швов. Почему-то горловой шов, он не проклеен полностью, а дальше, которые вниз спускаются, они проклеены. Вот где плечо и вниз идет, шов проклеен, но не до конца. Почему-то они отступили 2 сантиметра. Вот тут 2 линии проклейки. Первая легко оторвалась, вторая прямо жестко крепится. Никак ее не отодрать. Внизу тоже почему-то они отступили. Пару сантиметров не хватает до конца, чтобы проклейка была доведена. Ну, по идее, вот это мембрана. Также хочу вам показать свою мембранную куртку от фирмы Marmot. Это бюджетная однослойная куртка, стоила около $150. Она со мной уже около 4-5 лет, была в паре 2-недельных походов и разных поездках. В местах контакта с рюкзаком она уже истончилась, что видно, но еще выполняет свои функции, воду не пропускает. Здесь совершенно другое качество по сравнению с вьетнамской курткой. Все проклеено, нет ни одного места, что где-то что-то отклеилось за время эксплуатации. Теперь выводы. Стоит ли покупать такую куртку? И ответ здесь очевидно, что нет, потому что как бы дешево она ни стоила, со своей задачей она не справилась. За такую сумму проще купить дождевик, который будет отличным дополнением вам в непогоду. Либо, если вы точно решили, что вам нужна именно мембранка, то купите ее в официальном магазине, даже самый бюджетный вариант. Это будет намного лучше. Да, она будет стоить раз в 10 дороже, но зато вы будете уверены, что не промокнете и не замерзнете где-то в горах вдали от цивилизации. Как-то так.